Что нужно знать, когда вы начинаете пользоваться каподастром? Каподастр сделан для того, чтобы гитаристу было удобно поменять тональность. То есть вы можете сыграть ми минор так, а если у вас песня, допустим, в соль миноре, вам не нужно будет транспонировать и играть с баре, вам можно просто поставить вот этот каподастр, и получается, что уже ваша гитара звучит выше. И каподастр позволяет вам играть фактически любую песню почти в любой тональности. Конечно, вниз мы опустить не можем. Допустим, если вы были в ми миноре, а потом решите сыграть в ре миноре, мы не сможем этого сделать, нам нужно будет менять позицию аккомпанемента. Вот, но поднять наверх мы можем. Что важно знать? Каподастры бывают разных разновидностей, разных форм. Вот мне больше всего нравится вот такой, но есть разные. Важно, первое, не слишком сильно зажимать каподастр, потому что если вы зажмете струны очень сильно, то они тогда не будут строить, у вас будут аккорды звучать фальшиво. Второе. Очень важно не зажимать очень слабо, потому что если вы зажмете слабо, понятно, что некоторые струны звучать просто не будут. Третье. Каподастр очень важно ставить прямо возле порожка, то есть как будто бы, чтобы он был продолжением вашего порожка. Вот фактически там буквально миллиметр или полмиллиметра вот здесь вот может быть зазора, не больше. Следующее. Старайтесь ставить его как бы не с этой стороны, перед тем, как поставить каподастр, как бы протянуть струны в этом направлении, то есть прогладить им, вы, получается, как бы вытягиваете немножко струны. И вытянули, примерились, чтобы каподастр стал ровно, я прижимаю перед тем, то есть я не зажимаю каподастр кое-как, непонятно как, то есть я его вот этой вот рукой выстраиваю прямо под порожек, и когда он выстроен, я прижимаю его пальцем и только после этого зажимаю. То же самое касается всех остальных каподастров, то есть то ли у вас он как крокодильчик, то ли вы его натягиваете тут, это значение не имеет, принцип остается тем же. Потом, после того, как вы зажали каподастр, проверили, что все струны звучат. Обязательно проверьте строй, потому что всегда, абсолютно всегда, на каком бы вы ладу ни прижали, строй немножко изменится. Поэтому перед тем, как играть, вам нужно будет подстроиться. Вот это вот основные фишки использования каподастра. И мы переходим к разбору нашего Faded без каподастра.